Несколько видео назад я рассказывал, что в деле Джонни Деппа о клевете на $50 миллионов против его бывшей жены произошел многообещающий прорыв. Чем ответила мистеру Деппу Эмбер Хёрд? Зачем она наняла юриста по строительству? Какие основные победы и казусы можно выделить в этом громком деле голливудских актеров? Подпишитесь, чтобы не пропустить обновлений на канале. Наберем 50 тысяч подписчиков. Отблагодарим автора за работу. Привет, друзья! Как многие из вас знают, Джонни Депп подал в суд на свою бывшую жену за то, что она ложно обвинила его в злоупотреблениях силой во время их семейной жизни в своей статье Washington Post от 2019 года. Хотя она прямо не называет его по имени, она намекает на жестокое обращение, в котором ранее обвиняла его. Включив неоднократные телесные повреждения, якобы полученные от действий мистера Деппа, Хёрд и ее адвокат Саманта Спектор добились получения временного запретительного судебного приказа. Мало того, что Джонни Депп и его команда адвокатов отрицают эти утверждения, актер также утверждает, что Хёрд выдумала улики, в том числе фотографии поддельных синяков, чтобы создать против него тщательно продуманную мистификацию и что именно она является истинным обидчиком. Ранее в этом году Илон Маск и Джеймс Франко были вызваны в суд для дачи показаний в отношении Хёрд. О ходе слушаний Маска и Франко посмотрите на моем канале отдельные видео. Также я рассказывал о новом адвокате в команде Джонни Деппа, который может принести голливудскому актеру долгожданную победу. Ее зовут Кэтлин Зелнер. Кто такая Кэтлин Зелнер? Судебные документы показывают, что Кэтлин Зелнер присоединилась к команде юристов Джонни Деппа около месяца назад. Зелнер – адвокат, специализирующийся на отмене неправомерных приговоров. Ее веб-сайт описывает ее практику следующим образом. Наша команда судебных юристов концентрируется на поиске крупных нарушений гражданских прав, врачебной халатности, жестокого обращения с заключенными, апелляциях по уголовным делам после вынесения приговора и исков на всей территории Соединенных Штатов. Она широко известна как адвокат, представляющий Стивена Эйвори в документальном сериале Netflix «Создавая убийцу». Итак, чем Зелнер полезна для дела Джонни Деппа и что она может изменить? Проще говоря, много чего. Зелнер – ненасытный и очень успешный юрист, который не только выигрывал судебные дела, но и успешно отменял приговоры. Это самое трудное достижение в юриспруденции, особенно когда речь идет об обвинениях в убийстве. За свою 30-летнюю карьеру она удовлетворила больше неправомерных судебных преследований, чем любой другой частный поверенный в Соединенных Штатах. Она выигрывала новаторские судебные решения и приговоры, в том числе десятки миллионов долларов в качестве возмещения ущерба для всех видов клиентов. В течение 1 года она выиграла 5 многомиллионных приговоров. Всего на сегодняшний день она реабилитировала 20 клиентов. Соедините ее решимость в качестве юриста и послужной список успеха в отмене неправомерных обвинительных приговоров с ее обязательством представлять только тех клиентов, которые, по ее мнению, имеют хорошие шансы выиграть дело и остаться невиновными. И вы увидите, что так беспокоит Эмбер Хёрд. Актриса ответила в том же духе Джонни Деппу, недавно нанятым новым адвокатом. Эмбер Хёрд обратила внимание на то, что Депп добавил в свою команду высококлассных юристов и отреагировала очевидным выбором. Наняла юриста по строительству. Согласно судебным документам, Хёрд отреагировала на недавний шаг Деппа, наняв адвоката Карен М. Стэмланд всего 8 дней спустя. Не так много информации об участии Стэмланд, кроме ее сайта, на котором говорится, что она фокусирует свою практику на гражданских судебных процессах, строительстве, недвижимости, энергетике и коммерческих вопросах. Это может показаться странным выбором, но если мы обратим наше внимание на гражданское судебное разбирательство, то это обретет больше смысла. В ходе судебного разбирательства мы нашли дополнительную информацию, которая гласит: наши адвокаты имеют опыт представления интересов клиентов в арбитраже, посредничестве и других формах альтернативного разрешения споров. Далее в нем говорится: наша цель – урегулировать конфликт на раннем этапе, если это имеет смысл для вас. Это может свидетельствовать о том, что Хёрд надеется урегулировать спор во внесудебном порядке, но это еще не подтверждено. Эмбер Хёрд наняла юриста, имеющего опыт альтернативного разрешения
разрешения споров. Даже в этом случае это странный выбор, учитывая, что область знаний Карен Стемланд даже в вопросах судебных разбирательств сосредоточена на недвижимости, а не на уголовном праве. Она работает в Woods Rogers, в той же юридической фирме, которая представляла Хёрд на протяжении всего этого дела, но не ясно, почему именно этот адвокат был добавлен, кроме как для того, чтобы отправить Деппу сообщение о том, что она примет ответные меры против любых юридических действий, которые он предпримет. Честно говоря, если бы я представил все сомнительные улики по этому делу, это заняло бы не менее 300 страниц подробной книги с одним интервалом. Для краткости давайте рассмотрим несколько важных утверждений Эмбер Хёрд, которые команда Деппа стремится опровергнуть. Адвокаты Джонни Деппа должны доказать, что Хёрд ложно оклеветала его, то есть она заявила о жестоком обращении, что не соответствовало действительности и нанесло ущерб его репутации и карьере. Центральное место в этом деле займет изучение так называемых доказательств жестокого обращения Хёрд, в которых она утверждает, что у нее осталось 2 синяка под глазами, разбитая губа, сломанный нос и сломанное ребро после физической ссоры с Деппом в Лос-Анджелесе 15 декабря 2015 года. На следующий день после инцидента, после которого, по ее словам, Джонни Депп оставил ей 2 синяка под глазами и прочие увечья, она появилась на The Late Late Show с Джеймсом Карденом, в котором вы можете видеть, что у нее нет травм лица. Она постоянно делает очень выразительные гримасы и движения, такие как прищуривание глаз и наморщивание носа, которые причинили бы сильную боль, если бы у нее действительно были разбиты губа, нос и подбитые глаза. После своего появления на шоу Хёрд сказала своему стилисту Саманте Макмиллан: «Можете ли вы поверить, что я только что сделала это шоу с 2 синяками под глазами?» В показаниях Макмиллан в высоком суде в прошлом году она сказала, что провела большую часть дня после инцидента с Эмбер Хёрд, заявив, что у мисс Хёрд не было синяков под глазами, и в течение дня и в тот момент она явно не была пострадавшей. Хотя визажист Хёрд и ее близкая подруга Мелани Иглесиас утверждала, что это произошло из-за того, что она скрыла ее синяки консилером. Это все еще не объясняет, как кто-то может выдавать так много разнообразной мимики, имея сломанный нос и разбитую губу. Это также не объясняет, почему ее стилист заявила, что даже когда Хёрд не наносила макияж ранее в тот же день, у нее не было синяков. Мелани Иглесиас вспоминает: «Эмбер неоднократно говорила мне, что не хочет выставлять эту часть своей жизни на всеобщее обозрение и что она рассматривает возможность вообще отказаться от выступления». Иглесиас сказала, что они с Хёрд стали близкими друзьями после того, как она начала работать с ней в 2015 году, и что она помнит многочисленные разы, когда Хёрд рассказывала ей, что она подвергалась насилию. Через 10 дней после этого случая предполагаемого физического насилия, Хёрд, когда утверждала, что у нее сломаны ребра, она сфотографировалась резвящейся в бикини для пляжной фотосессии. Ее фотографировали прыгающей в воздух и лежащей животом на песке, который должен оказаться довольно трудным всего через 2 недели после предполагаемого перелома ее ребер. Она также запечатлена на фото вместе с Деппом. Кажется, что на ней нет макияжа, и вы все равно не можете увидеть никаких синяков на ней. А как для жертвы, Хёрд весьма откровенно заигрывает с мистером Деппом, обнимает и целует его. А ведь именно так ведет себя жертва со своим обидчиком. Адвокат Джонни Деппа Адам Уолдман написал в Твиттере до того, как его учетная запись была приостановлена. Утверждение 15 декабря 2015. «У меня были синяки на ребрах, синяки по всему телу, синяки на предплечьях от попыток защититься от ударов, у меня было 2 черных глаза, у меня был сломан нос, у меня была разбита губа». Судья Никол: «Я ей верю». Апелляционный суд Великобритании: «Мы ей верим». Но упс. Фотосъемка. Хёрд обратила внимание на этот твит и ответила: «Да, мистер Уолдман, я могу накраситься в этом случае, но в каждом случае вы все равно будете коротышкой». Другой пользователь прокомментировал: «Я предпочел бы быть низким, чем оскорбительным золотоискателем». На что Хёрд ответила: «Хорошо быть реалистичным в своих целях». В то время как Хёрд утверждает, что на фотографиях она была с макияжем, в инстаграме тогдашнего партнера фотографа гласит подпись: «Никаких макияжа, прически или укладки не требуется». А на другой фотографии есть подпись «Свежее лицо». Напомню, что Джонни Депп выиграл тендер на доступ к телефонным записям Хёрд, чтобы доказать, что она сфабриковала доказательства травм, подделав все фотографии. Это лишь малая частица в изобличающих доказательствах против Хёрд, включая показания ее бывшей помощницы Кейт Джеймс, утверждающей, что она украла ее историю о сексуальном насилии, появление полиции в пентхаусах Джонни Деппа, когда Хёрд заявила, что подверглась нападению, но сказала, что у нее нет синяков, и других очевидцев, которые заявили, что они никогда не были свидетелями того, как Депп физически нападал на кого-либо, но видели, как Хёрд неоднократно словесно ругала мужа, бросая
бросала в него вещи и физически нападала на него. Теперь, когда к делу Джонни Деппа присоединилась Кэтлин Зелнер, у него больше шансов, чем когда-либо. Она страстный, красноречивый и тщательный адвокат, который берет исключительно клиентов, которые, по ее мнению, невиновны и могут выиграть. Я провела последние 30 с лишним лет, защищая людей, которых ложно обвинили в правонарушениях. Я приветствую добавление Джонни Деппа в этот список и присоединение к его команде мечты, которые разделяют эту точку зрения и так эффективно его защищают, говорит Кэтлин Зелнер. Журналист Ник Уоллис, освещавший британское дело Джонни Деппа против желтой газеты The Sun, написал на днях в Твиттер, что планирует посетить слушание в штате Вирджиния в апреле этого года. Кстати, хочу вас обрадовать, что этот судебный процесс будет транслировать одна видеокамера, которую разрешила установить судья Пенни Аскарате. Об этом говорится в новом постановлении суда. Теперь у нас будет возможность не только следить за слушаниями по твитам Ника, но и самим лично наблюдать за происходящим судебным делом. А чтобы всегда быть в курсе новостей Джонни Деппа, его судебных дел, съемок в фильмах, клипах и различных мероприятиях, есть действенное средство – подписаться на канал «Файлы Джонни Деппа» и нажать на колокольчик. Также советую вам посмотреть мой специально созданный для вас плейлист «Джонни Депп против Эмбер Хёрд». После его просмотра вам многое станет понятнее в судебной тяжбе мистера Деппа и его экс-супруги. С вами, как всегда, был Владимир и «Файлы Джонни Деппа». Берегите себя, мирного вам неба и пока-пока.